Веществам, материалам и технологиям, которые мы собрали в этом видео, законы физики не писаны. Они существуют вопреки им и поражают действительность одним своим присутствием. При этом все они вполне реальны. Наиболее невероятные из них мы, как обычно, припрятали в самом конце. Начнем, пожалуй, с европия, металла, который в таблице химических элементов относится к классу лантаноидов. Они все стоят особняком, потому что обладают необычными свойствами. Но европий даже среди них выглядит самым странным. Прежде всего, этот элемент обладает аномальной химической активностью. Если поместить его в воду, он сразу же в ней растворится. А вот гореть европий совсем не хочет. Странно он ведет себя и под воздействием воздуха. Через пару дней он превращается в порошок оксида, который в ультрафиолетовом свете приобретает красный оттенок. Благодаря этому его используют в светящихся порошках-люминофорах. Его частицы также добавляются в люминесцентные краски на евробанкнотах. И именно из-за европия на экране вашего монитора имеется насыщенный красный цвет. Следующий материал с абсолютно уникальными свойствами – пиролитический графит. Он состоит из множества слоев графена, вещества, о котором мы подробно рассказывали в прошлом выпуске. Но пиролитический графит имеет совсем другие свойства. Он идеальный диамагнетик, то есть он сильнее всех других материалов отталкивает магнит. Неважно, каким полюсом он повернут к нему. Перед вами блок из 9 магнитов, скрепленных между собой в определенной последовательности. А над этим блоком парит пластина из пиролитического графита. Конечно, эффект левитации достигается, если вес графита небольшой. Но если взять магнит побольше, то все получится и с более тяжелым куском графита. Есть еще одно необычное свойство пиролитического графита. Он является самым лучшим проводником тепла из всех известных. Если взять пластину в руку и попытаться разрезать ей кусок льда, то все получится. Просто лед под воздействием тепла начнет быстро плавиться и разделиться на части. А это гидрофобы или гидрофобные материалы. Посмотрите на этот квадрат из зеленой жидкости. Почему она сохраняет форму и не выходит за невидимые границы? Дело в том, что поверхность вокруг квадрата обработана этим самым гидрофобным материалом. Если капля воды попадет на нее, она примет идеальную форму и просто скатится вниз. Это так называемый эффект лотоса. И недавно российские ученые из города Дубна научились воспроизводить его на поверхности любого материала. Они добились этого за счет современной технологии коллоидного синтеза наночастиц. Исследования на атомно-силовом микроскопе показали, что данный гидрофобный нанорельеф практически полностью соответствует поверхности листьев лотоса, который в природе отталкивает попадающую на него воду. А другая группа ученых из университета Рочестера умудрилась создать гидрофобный материал такого качества, что капли воды просто отскакивают от поверхности. Особенностью этого способа является то, что водоотталкивающие свойства материалу придаются не дополнительной обработкой, а самой текстурой его поверхности. Это значит, что его действие не закончится по истечению какого-то времени. Сферы применения этого материала безграничны. Как знать, может, через несколько десятков лет у нас появятся вот такие многоуровневые бассейны. Хотя это немного из другой оперы. О возможности подобного поговорим чуть позже. А сейчас еще посмотрим на воду. И не абы какую, а на сухую. Само название уже может взорвать мозг, но свойства этого вещества еще необычнее. В 90-х годах прошлого века сухая вода была изобретена специалистами компании 3M. 3M и сегодня существует под торговой маркой Novec. Ученые взяли формулу этилизопропилкетона и заменили в ней все 12 атомов водорода на атомы фтора. В результате получилось вещество, не похожее ни на что, с чем люди сталкивались до сих пор. Сегодня существует несколько вариаций этого вещества с разной температурой и плотностью. Самые известные, Novec 649 и Novec 1230, имеют очень высокую плотность, из-за чего их вес значительно превышает вес обычной воды. Другими необычными свойствами этой жидкости являются слабая способность смачивать ткань и любое другое волокно. Посмотрите, что будет, если салфетку опустить в обычную и сухую воду. В сухой воде она практически не намокает, а остатки воды с нее просто стекут. Также сухая вода имеет низкую растворяющую способность. Отсюда и название. Сухая вода также используется в системах автоматического пожаротушения. Следующий в нашем списке необычных веществ – горячий лед. По сути, это жидкость, которая становится твердой при малейшем воздействии на нее. Горячий лед или ацетат натрия от одного прикосновения переходит из жидкого состояния в твердый, как лед, кристалл. На всей поверхности образуются такие же узоры, как на окнах зимой в морозную погоду. При нажатии образуется центр кристаллизации, от которого молекулам по цепочке передается информация о новом состоянии. Естественно, это вещество только похоже на лед. На ощупь оно достаточно теплое. И на самом деле используется для изготовления химических грелок. Номер 6 в нашем списке – одностороннее пуленепробиваемое стекло.
стекло. Обычное пуленепробиваемое стекло известно давно. Главный принцип его работы – удерживание пуль и задержка ударной волны. Но такое пуленепробиваемое стекло бесполезно в условиях боевых действий, когда нужно не только защищаться, но и атаковать противника. А такое стекло не пропускает пули с обеих сторон. Однако группа ученых из компании PAS смогла решить эту проблему. Представленное ими однонаправленное пуленепробиваемое стекло с одной стороны пропускает пули сквозь себя, а с другой стороны останавливает. Это достигается за счет покрытия стекла особыми акрилами. Главное, конечно, в самый ответственный момент не перепутать нужную сторону. А теперь перед вами газ, который способен удерживать твердые объекты. Это гексафторид серы. Если наполнить им закрытый контейнер, он осядет на дно, потому что он тяжелее воздуха. И если сверху поместить какой-то небольшой предмет, например, кораблик из фольги, он спокойно удержит его на своей поверхности. А если вычерпать газ, то кораблик опустится на дно. Еще одно свойство этого газа – способность снижать частоту любого звука, проходящего сквозь него. И если вдохнуть немного гексафторида серы, то вы будете звучать как Дарт Вейдер. У меня голос будет немножко другой, понимаете, да? На 8-м месте нашего топа предмет, который завораживал еще наших далеких предков – кельтский камень. Эта вещица была известна еще древнегерманским племенам – кельтам, отсюда и название. Сегодня археологи находят кельтские камни в самых разных частях мира. Это игрушка в форме эллипса, которая сконструирована таким образом, что может вращаться вокруг своей оси только в одну сторону. В противоположном направлении кельтскому камню крутиться совсем не хочется. Эта штуковина нарушает ряд физических законов, таких как закон сохранения углового момента. Главная тайна кельтского камня заключается в том, что направление его геометрических осей и симметрий не совпадает с направлением осей инерции, которые проходят через центр масс. А теперь представьте себе, что материя начинает сама принимать любые формы, какие вам хочется. Мы уже знакомы с 3D-печатью, когда по заданным параметрам принтер выдает нам то, что нам нужно. Печать 4D позволяет создавать объекты, которые сами изменяют свою форму или структуру под воздействием воды, высокой температуры, света или других факторов. Что произойдет с тонкой полоской дерева, если ее с одной стороны намочить водой? Она начнет деформироваться. Но эти деформации непредсказуемы. Специалисты из научной лаборатории Массачусетского университета научились предсказывать деформацию материала. Вернее, программировать ее. Получается программируемая материя. Ученые придают древесине необходимую форму, смачивая материал в строго определенных местах. И смотрите, что получается. Но исследователи работают не только с древесиной. Уже разработан целый ряд различных программируемых материалов. А теперь мы представляем вашему вниманию Гембетс. Взглянув на эту пластиковую фигурку, вы никогда не догадаетесь, какими уникальными свойствами она обладает. Но ее необычная форма и состав – это результат решения уникальной математической задачи. Раньше ученые были уверены, что объект такой формы просто невозможно создать. Мы все знаем детскую игрушку-неваляшку, которая всегда возвращается в исходное положение. Это достигается за счет того, что на дне находится груз, а сверху она пустая. Двое венгерских ученых Габор Дамокош и Петер Варконьи заморочились и решили выяснить, а можно ли все-таки создать такой однородный объект. И им это удалось. Гембетс – это первый в мире образец трехмерного выпуклого тела с одной устойчивой и одной неустойчивой точкой равновесия, или моностатический объект. Гембетс может находиться в одном единственном состоянии покоя. Если его развернуть, наклонить, положить на другую сторону, он всегда вернется в первоначальное положение. Изначально существование такого объекта было доказано теоретически путем решения сложнейшего математического уравнения. На его решение потребовалось 10 лет и огромное количество экспериментов. За решение этой задачи и за сам пепелац создатели получили множество наград. Ну а теперь несколько бонусов. Помните, в прошлом выпуске было про переохлажденный рубидий? На самом деле это не шутка. Исследователи добились от атомов рубидия поведения вещества с отрицательной эффективной массой. Это значит, что данные атомы при внешнем воздействии не летели в сторону вектора этого воздействия. В условиях эксперимента они вели себя так, будто налетали на невидимую стену каждый раз, когда приближались к границам области с очень малым объемом. Соответствующая статья опубликована в Physical Review of Letters. Отрицательной эффективной массой ученые называют, например, поведение дырок в полупроводниках, с которыми имеет дело каждый пользователь современной электроники. Ну, про эти дырочки у нас есть 2 замечательных выпуска про электричество. Рекомендуем посмотреть.
В общем, так как атомы рубидия двигались в сторону противоположную вектору прикладываемой к ним силы, по всему миру СМИ раструбили о создании вещества с отрицательной массой, опустив слово «эффективное». Представьте две массы, расположенные рядом друг с другом. Отрицательная масса притягивается положительной, а положительная отталкивается от отрицательной. Следовательно, обе массы будут испытывать одинаковые силы ускорения, что нарушает третий закон Ньютона. Ведь такая система из двух масс будет бесконечно ускоряться. Кажется, что это просто глупый мысленный эксперимент. Но на самом деле ученые очень любят подобные заковыки. Не так давно в научном журнале «Кванта» вышла статья под названием «Законов физики не существует». Ее автор — Роберт Дикграф, директор Института перспективных исследований, в котором Эйнштейн провел 22 года жизни. Доктор Дикграф пишет о пугающе разветвленном лабиринте возможностей, почти бесконечной сети со слабыми взаимосвязями, состоящей из альтернативных версий реальности. Доктор Дикграф пишет: «Если наш мир лишь один из многих, что нам делать с остальными? Взгляд современной физики на Вселенную — это полная противоположность представлениям Эйнштейна о едином космосе». В своей статье Роберт Дикграф пишет о теории струн. Результатом этой теории стал лабиринт математических решений в количестве 10 в 500 степени, где каждое решение соответствует одной из потенциальных вселенных. Какая-то из этих них наша, но это не точно. Но зачем ученым понадобились такие математические выверты? Открытие загадочной силы темной энергии, которая ускоряет расширение Вселенной, отдаляя галактики друг от друга все с большей скоростью. Темная энергия имеет все признаки космологической постоянной, которую Эйнштейн вводил в свои уравнения теории относительности столетней давности, но потом от нее отказался. Однако экспериментальное значение этой космологической постоянной отличается от теоретического на 10 в 60 степени. О темной энергии поговорим в будущих выпусках. Дайте знать лайком и комментарием, если интересно. А сейчас подумайте вот над чем. Может, не так далека от истины точка зрения, что Эйнштейн не великий ученый всех времен и народов, а личность, отбросившая фундаментальную науку на столетия назад. И если бы не он, мы бы сейчас наблюдали примерно такую картину. Звучит слишком крамольно, чтобы быть правдой. Ставьте лайк, если задумывались о подобном. Ну а если еще не задумывались, то материалы для размышления можно найти в этих выпусках. Ну а на сегодня все. Благодарим вас за интерес к теме и дельные комментарии. До встречи на Крамоле.